В зале семейного суда города Остин стояла напряженная тишина. Судья Роберт Хадсон внимательно изучал документы, переданные родственниками покойного мужа Эммы Уилсон. Спор шел за квартиру пожилой матери, и Эмма понимала, что ее шансы невелики. Против нее были деньги, связи и уверенность братьев ее мужа в собственной правоте. Рядом с ней сидел 6-летний сын, Лиам. Он молчал, крепко сжимая маленькие ладони, пока взрослые решали судьбу их дома. Когда судья уже собирался перейти к следующему этапу разбирательства, мальчик неожиданно поднялся со своего места. Его аккуратный бежевый пиджак был куплен в благотворительном магазине, но в этот момент он выглядел удивительно уверенно. Лиам заявил, что пришел защитить свою маму. Эти слова заставили всех в зале замереть. Судья, привыкший к громким спорам взрослых, впервые за долгое время отложил бумаги и внимательно посмотрел на ребенка. Несмотря на попытки родственников вмешаться, он позволил мальчику продолжить. Лиам достал сложенные листы бумаги. Это оказалось письмо его бабушки, Мэри Уилсон, умершей несколько месяцев назад после долгой болезни. Женщина заранее подготовила послание, опасаясь, что после ее смерти начнется борьба за имущество. В письме она писала, что именно Эмма заботилась о ней в последние годы, возила к врачам, жертвовала работой и временем, тогда как родные сыновья появлялись лишь изредка и в основном из-за денег. Письмо произвело сильное впечатление, но решающим стало другое доказательство. Лиам передал судье планшет, на котором хранились аудиозаписи. На них был слышен голос Мэри, ясно и уверенно диктующий письмо внуку и рассказывающий о своем решении оставить квартиру не по крови, а по заботе. Записи также подтверждали давление со стороны ее сыновей и их пренебрежительное отношение. Позже были представлены дополнительные доказательства. Тетрадь с записями денежных займов, которые братья брали у матери и никогда не возвращали, медицинские документы, где Эмма значилась сопровождающим лицом, и фотографии последних лет, на которых рядом с Мэри были только невестка и внук. Судья распорядился провести проверку подлинности материалов, но уже тогда стало ясно. Картина складывалась однозначная. Через день после осмотра квартиры и личных вещей покойной было найдено еще одно письмо от мужа Мэри, Джорджа Уилсона, заверенное нотариально. В нем он прямо указывал, что дом должен достаться тому, кто действительно будет рядом с его женой в старости. Решение суда стало окончательным. Квартира оставалась за Эммой и Лиамом. Суд признал, что воля покойных была ясна, а их дееспособность не вызывала сомнений. После окончания процесса семья начала медленно меняться. Один из братьев со временем признал ошибки и попытался восстановить отношения. Эмма смогла найти новую работу в школе Остина, а Лиам стал известен в городе как мальчик, который напомнил взрослым, что семья — это не формальность и не наследство, а ежедневный выбор быть рядом. История Лиама показала, что даже самый маленький голос может изменить исход большой борьбы, если за ним стоят правда, память и любовь.